Представители знака зодиака Рыбы, мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Второй расклад. Узнай будущее. Что будет меняться? Второй прогноз на 10 дней на декаду с 21 по 30 ноября. Правда, может многое меняться, потому что планета Плутон перешла в знак зодиака Водолей, и Плутон ломает, как и статусы, наши цели. Тоже нас может подталкивать пересмотреть, меняет нашу личную жизнь. Перемены неизбежны, но они не такие быстрые, потому что Плутон медленная планета. Но этот период, второй половины ноября или последних 10 дней ноября, мы можем как особо остро чувствовать, что правда, пространство уплотняется или наоборот, какие-то возможности у нас проявляются. Или когда мы собственные планы приводим в ревизионный какой-то контекст и понимаем, так, вот это может быть продолжено, а вот это, увы, уже нет. И мы становимся большими реалистами. Как раз какая-то реальность, мои дорогие, нас заставляет ими быть. Потому что мы могли думать многое или хранили там надежды в себе, что какой-то вопрос, может быть, по прошествии дней, каким-то образом решится. А теперь мы уже видим то, что не будет продолжено. Или на что мы уже теперь не можем надеяться. Ну, давайте мы посмотрим. И первая колода у нас оракул Ленорман. И мы позволим картам, 4 карты достанем, позволим провести нас цепочкой тех событий, которые они перед нами хотят открыть. И на колоде Таро неожиданность карту достанем. Что-то тут у вас переворачивается. 4 пентаклей. Вообще, я должна сказать, тылы ваши надежные. Это правда. 4 пентаклей, как будто деньги есть. Деньги будут. Вы можете сомневаться, кстати, по части денег. Или, может быть, планы у вас такие грандиозные. Но это где-то безосновательно. Нам дева прекрасная, которая порезала палец, показана. И вот она демонстрирует своему спутнику этот порезанный палец. И ей как будто дурно, ей плохо. Обхватила голову рукой и вся бледная стоит. А молодой человек смотрит на этот палец и не может понять, в чем вопрос. Вообще мелочь, вообще ни о чем. Вот мы можем как-то преувеличивать проблемы. Или, ведь эта карта еще внутренних страхов, называется ночного кошмара. Ну, пусть не в этой колоде, но в принципе это то, что нам показалось. И самое главное, открыть глаза, увидеть реальность. И тогда мы видим, что, в принципе, для нас все стабильно. Ну, давайте я все же достану. То есть мы сами себе можем сомнениями где-то нарушать гомеостаз, мои дорогие рыбы и рыбки. Неожиданность. Какой сферы жизни или с чем связано, давайте узнаем. Ваши сильные позиции, в чем ваша сила или что, кто вам помогает. Дела, работа, бизнес, здесь и учеба или документы. Опять же, деньги, финансы, все то, что с ними связано. Личная жизнь. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце нашего прогноза. Итак, что же за события? Правда, какие-то важные согласования по части документов или подписания таковых. Может быть, и подписи где-то нужно поставить и не одно, а много. Вот именно как согласовать. Может быть, и печать, и будете бегать с этими пакетами документов. У кого-то это нужно какой-то вопрос разузнать конкретно, как обустроить какое-то дело, каковы мои перспективы, что я от этого получу. И это тоже где-то с реальностью связано, потому что письмо или документ, это пусть будет, но это в нашей реальной жизни, это вполне материально. Значит, все ваши планы, все ваши действия, они должны быть, ну, каким-то образом не просто согласованы с реальностью, а что-то как укрепить нужно в нашей земной жизни. Или подписать, согласовать. Иногда эта карта может свидетельствовать о деньгах. Но так вот, когда мы еще что-то изучаем или оформляем, какой-либо документ в связи с тем, чтобы потом в последующем получить новую концепцию, например, заработков. Или расширить собственную зону влияния, может быть, или как дополнительный, может быть, доход. И тоже тут или документы это может карта означать, когда вам тоже согласования нужны, или разрешения, мои дорогие. Или когда вы изучаете, опять же, какой-то вопрос для того, чтобы понимать, как к этому подступиться.
Вообще шикарно. Надо сказать, что корабль – это исполнение желаний, а для кого-то из вас это путешествие или желание путешествия, или вы рассматриваете вариант, когда вы куда-то будете перемещаться. Может быть, эта карта говорит еще и о том, что расширяется как раз ваш горизонт интересов, ваш кругозор. Кто-то учит язык, кто-то думает о работе в интернет. Может быть, опять же, как вторичный заработок. Что-то вы согласовываете, ищете новую, нужную информацию. Вообще, сама по себе, или, точнее, период вот этих 10 дней может быть достаточно активный, потому что много перемещений как таковых. Или к вам, может быть, тоже кто-то засобирается. Вы можете строить планы, например, с вашей семьей о переезде. Или уже наперед что-то, как мечтать, загадывать, где-то исследовать, насколько это, опять же, в реальной жизни осуществимо. Есть то, о чем мы мечтаем, но есть какая-то реальность, и нам нужно вот как раз это и совместить. Или все же корабль, я сказала, исполнение желаний. Поэтому что-то у вас получается хорошо, что-то вас радует, и это и есть как новый пункт отсчета. У кого-то может так проиграться, или буквально получение какого-то документа, может быть, вы что-то сдаете в эти 10 дней, или как получаете, опять же, как, может быть, результат ваших ранее приложенных усилий, или, может быть, учебы. Вы учились, и теперь вам нужно буквально получить документ, зачеты какие-то сдаете, или пишете какую-то работу заключительную. Вот такое тоже может быть. Ищите информацию в интернет. Но самые разные направления объединяет то, что нам это нравится, нам это интересно, нас это радует, у нас это получается, и документ вы тоже какой-то получите. Что же еще? Прочный союз. Конечно, у кого-то это может быть вопросы личной жизни, или у кого-то, я могу предположить, и адвокат может быть как прочный союз, у кого-то руководитель или руководитель вашего проекта, или просто друг, подруга, какие-то контакты, или доверенное лицо, ключевые какие-то партнеры. Как минимум один человек у вас есть надежный, с которым прочный союз, который вас не подведет. И в наше сложное время это даже один человек дорогого стоит. Может быть, как какая-то возможность. Может быть, предложение какой-то поездки или перемещения. Для кого-то из вас вы будете кому-то что-то предлагать. Или вам предлагают, мои дорогие. Но у нас черви, и здесь больше дела сердечные. Признание в любви. Может быть, вы будете делать, может быть, вам. Или это карта хорошего настроения. И где-то у нас 9. 9 по нумерологии. Это преддверие перемен. Что-то будет в последующем меняться. Может быть, концепция вашей личной жизни. Или, в принципе, меняются ваши планы. У кого-то они меняются. Есть планы как будто по делам, по работе, по учебе, по бизнесу. Но, может быть, личная жизнь как раз вносит вот в эти планы некоторые коррективы. Что-то тут меняется. И такое тоже может быть. Но хорошее настроение, как будто нам дважды уже сказали, вам в эти 10 дней. Или какой-то, знаете, как позитивное отношение, оптимизм, радость, мои дорогие. Но все же я вижу еще и результат с надежными тылами. Это хорошо. Неожиданность. В неожиданности многозадачность. Или когда от вас могут люди ожидать помощи. Или пытаться вас так это сориентировать на помощь кому-то. Или на то, чтобы вы везде и всюду участвовали. Какую-то вот эту многозадачность перед вами могут поставить. Может быть, вам и больше доверяют, но все же карта говорит о другом. У тебя для тебя вот как будто сейчас очень важный период. Поэтому все то, что касается больше серых будней или какой-то рутины, вот это нужно кому-то делегировать. Не упустить время, потому что что-то на кону для вас лично может стоять что-то очень добро, хорошее. Может быть и усталость, как неожиданность. Ух, как я замотался или как я забегалась. Вот это может быть. Тогда примите к сведению, уставшие люди делают ошибки. А вам все-таки, я вижу, у вас какой-то тут либо прорыв, либо в одном каком-то деле вы точно преуспеете. И вы не можете потом сразу поставить это на паузу. Вам что-то придется продолжать, а значит, для этого тоже нужны силы. И вот в чем же ваша сила.
Ух ты, 15-й старший аркан. У кого-то любовь и страсть, у кого-то деньги конкретно. Вот такие вопросы, когда вам нужно будет ряд согласований, важных бесед, разговоров, соглашений, может быть и путем контрактов или изучения какого-то дела. Вы чего-то хотите достичь. И если вы верите буквально, что как в силу желаний, тогда карта говорит 15-го старшего аркана, что «а у тебя получится». По крайней мере, по этой карте у нас достаточно, знаете, вот как жизненной силы или физической активности. И поэтому вот эту усталость, может быть, путем отдыха, хорошего сна, вы можете нейтрализовать. Вообще многое может удастся в этот период времени. Единственное, пусть это не карта совет, но все же в чем ваша сила. Хотя для кого-то будет карта говорить, что это вы будете притягательны, кстати, для противоположного пола. Причем одинаково, как и мужчины, так и девочки. С другой стороны, вы люди очень интуитивные, помните мысль материально, поэтому если вы себе не создадите каких-то ненужных сомнений, тревог на пустом месте, тогда больше позитива вам помогает, словно вы его отправляете в пространство, вот эту уверенность, я хочу вот этого достичь. Но это не сверх какое-то желание, а когда вы себя словно кожей, к примеру, чувствуете, если вы хотите получить новую должность. Но вы тогда себя словно видите за столом того начальника или той должности, которую вы хотите получить. Вы хотите получить какой-то документ. Визуализируйте, мои дорогие рыбы и рыбки, что как будто вы держите в руках этот документ или важное согласование. Хотите вы быть с этим человеком, значит, проигрывайте, визуализируйте какой-то важный разговор. И тут вам помогает интуиция, это правда. Но чересчур активность. Вот тут она не очень, потому что 15-й аркан, как я уже сказала, ничего не делает чересчур. Во всем важен баланс, первое, и мудрость. Вот нам здесь как раз дева показана и змей. Но все же какие-то мудрые действия, которые отнюдь не основаны на эмоциях. Но что-то будет радовать. Может быть, признание в любви. Паш кубков, правда, предложения могут быть. Могут и предложения быть связаны с учебой, с работой, как новые перспективы, или то, чем вы хотите заниматься. Может быть, есть в вашей жизни, пусть нам выпадает Паш и изображен молодой человек. Может быть, это есть какая-то интересная персона, с которой вы даже вместе работаете, учитесь, контактируете, может быть, ходите на курсы, или просто проводите согласование в каких-то инстанциях, и вам стал интересен человек. Вот есть что-то, то, что вам как и нравится заниматься, так и куда вам, может быть, хочется попасть. Или куда вам хочется зайти, мои дорогие. Или где вам хочется находиться. И отнюдь здесь не совсем такой сухой расчет. Нет, здесь какие-то еще присутствуют приятные эмоции. Давайте посмотрим. А на деньги посмотрите, 20-й старший аркан. Тут самое главное, знаете, понимать, что какая-то прежняя история по части денег, скорее всего, не может быть продолжена. Вот именно в том ключе, который был. Может быть, это изменения в личной жизни, которые требуют от вас какой-то детализации финансового вопроса. Может быть, у кого-то намерение жить вместе, а до этого вы только встречались. Так это тогда следует продумать, а на что жить, какие деньги для нашей пары. Или, может быть, для кого-то из вас это может совпадать как раз деньги, финансы, как недвижимость или место вашего проживания, пребывания. И все равно это значит как-то пересмотреть ту сумму, которую вы получаете, теперь придется. Или вы можете искать дополнительные источники дохода. Вот как раз в связи с тем, что у вас что-то меняется по финансам. Это карта освобождения от страданий или от каких-то сложностей. И поэтому, если вам нужно закрыть какой-то финансовый вопрос, мои дорогие рыбы и рыбки, вы найдете людей, которые вам помогут. Или вы можете решить как таковые вопросы. И, кстати, по 15-му аркану проходит сам по себе материализм. Поэтому либо недостающую сумму, даже если патовая ситуация, вы обязательно найдете, кто-то вам придет на помощь, есть у вас такие люди. Либо, если вопрос касается каких-то новых заработков, значит и будут возможности.
а какие-то методы вы потом в последующем отшлифуете. Причем ориентироваться надо на какие-то свои новые цели, задачи и, может быть, новые способы заработка либо взаимодействия. Самое главное, не настаивать на своей прежней концепции или видении ситуации, или на том, как вы действовали прежде. У нас ведь, по сути дела, девушка закованная, и вот уже буквально палач поднял свой меч, и появляется ангел, который приносит дары. Как будто на что-то нужно согласиться новое и не упорствовать в том, что не может быть продолжено. Это не имеет смысла, а может быть и опасно. В личной жизни страхи, опять же, вот эти самые страхи, и здесь просто карта испуга. Тройка мечей, посмотрите. У нас 3 леди изображены. И вот буквально кончик хвоста и лапы, как будто, ведь это у нас колода Таро легенд и мифов. Словно им показалось, что пробежал серый волк. Им действительно показалось. Их что-то напугало. Они даже не могут понять, что. И художник не случайно нам изобразил кончик хвоста и лапы. Непонятно, что это может быть, но от ужаса, что это вот то, что мы не предполагали, или от того, что, ну, это не вписывается в нашу концепцию видения или какой-то реальности, как мы представляем, нас это попросту может напугать. Вот есть какой-то вопрос личной жизни, который вас, ну, если не пугает, то каким-то образом дестабилизирует. Или вы сомневаетесь в чем-то, значит, вам нужно будет это прояснить. Давайте мы немножко раскроем, с чем это может быть связано. Что ж там за такая ситуация, что вас может тревожить, мои дорогие рыбы и рыбки. А выбор придется делать. А выбор, видимо, будет сделать сложно. А, кстати, у кого-то любовь. Причем такая любовь, что хочется быть с этим человеком ежеминутно. Может быть, потому что у нас сверху аркан дьявол. 15-й старший аркан – это страсть, это привязанность, это где-то безумное желание обладать человеком. Тут на физиологическом уровне может быть очень сильное притяжение. И может быть рационально, физиологически есть одно, а рационально очень много вопросов, которые пока не закрыты. Или мы хотим сойтись, но финансовая какая-то ситуация, она полностью не ясна. Или я не уверена или не уверена. Может быть, это вопросы, касаемые денег вообще, в принципе. Вполне вероятно, потому что 9 кубков, хоть и кубки, но тем не менее карта эгоиста. И вот у нас девушка показана, вот бледная такая, безучастная, как будто ничто ее не радует. Ей вот корзину с подарками принесли, она не реагирует. Она на своей какой-то волне. Это может касаться не обязательно девочек, мои дорогие, это может касаться и мужчин. Я всегда называю 9 кубков картой эгоиста. То есть мы, когда хотим как-то по-своему что-то осуществить. Но, с другой стороны, это карта даров, плодов и финансового успеха. Поэтому нам говорят, что как раз, может быть, финансы как будто у вас есть, но, может быть, не хочется брать ответственности, мои дорогие. И вот ответственности вам точно не хочется. И, может быть, это хочется вашей второй половинке, если мы говорим о личной жизни или о новом знакомстве. К примеру, для людей семейных есть какой-то, значит, вопрос или тема, которую вы рассматриваете семьей. И ваш партнер может видеть по-своему, а вы люди рациональные. Все-таки рыбы – это знак рациональных людей, еще и вдобавок интуитивных. И поэтому, если вы вот так вот просчитаете, вы думаете, да елки-палки, нет никакой конкретики. На чем тут счастье это построить? Или, хорошо, согласиться на какой-то вариант. А что потом последует? Не вижу вот этой траектории. Вот вы можете... Выбор как раз из-за того, что как будто материализма вот этого самого просчитанного может именно не хватать. Есть желание, да, все прекрасно, хорошо, и тоже бы не против, но как это переложить на реальные рельсы, пока непонятно. Тем не менее, где-то карта говорит, что финансы предполагаются, по крайней мере, в эти 10 дней. Давайте я достану еще одну карту. Может быть, договариваться придется.
У кого-то, может быть, это вопросы, и тройка кубков выпадает. Иногда это карта любовного треугольника. Перекладывайте на себя. Понятно, что это не для всех. Но для кого вот был вот этот самый выбор? И, может быть, вы были на вторых ролях, мои дорогие. Это вы ждали, пока человек сделает выбор между вами и кем-нибудь еще. Тогда, вы знаете, я могу сказать, что вам это может надоесть. И вы поставите точку. Потому что вам надоест именно в каком-то состоянии неведения или страха, или просто сомнений пребывать дальше. Хочется больше ясности. И даже, несмотря на то, что вы сами обладаете притягательной такой силой, но силой и одновременно где-то физической, в том контексте, что у вас может хватить энергии для того, чтобы решить какой-то вопрос. Я не имею в виду приложение физической силы, я надеюсь, меня правильно понимают, но все же вам может именно как вот эта многозадачность надоесть, и в данном случае достаточно именно вот той активности для того, чтобы разобраться с каким-то вопросом, который напоминает качели, или какой-то долгий выбор. А для кого-то это может проиграться так, что вы выберете бизнес, оставив позади где-то, или саму по себе развиваться вашу любовную историю. Вот и такое я тоже не могу отрицать, потому что тройка мечей все же нам что-то показалось. Это сильные эмоции могут быть. У каждого по-своему. Две тройки, мои дорогие. И это не есть какая-то пауза. Нет, это есть уже какая-то динамика. Но наперед эта динамика пока как-то не идет. И больше каких-то, либо пугает что-то, либо какие-то минусы, нежели вы видите какой-то праздник. Хотя, тем не менее, какое-то общение может быть очень даже красиво продолжено. Очень мне интересно. Давайте карту совет. А вы знаете, вот попытайтесь прожить эти 10 дней, как вас ведет судьба, колесо фортуны. И здесь у вас, может быть, и многие вопросы решатся сами по себе, либо вообще что-то отпадет. Хотя, надо сказать, и будет то дело, но оно скорее будет касаться именно оформления, либо каких-то важных согласований и бумаг. То есть оно, скажем, материальное дело. То тогда вот такое железо пока горячо. Потому что есть как оказия возможности, вы ее не должны упустить. Но, может быть, если какая-то путаница есть или сложно сделать этот выбор, прослушайте свою интуицию. Но я не могу сказать, может быть, ведь у кого-то наоборот, кому-то сказать нет один раз и навсегда. И будет и такое желание. Но так или иначе, с каким-то вопросом больше ясности разобраться или внести, какую-то конкретику вы определенно можете. Здесь вам где-то высшие силы будут помогать с тем, чтобы определиться. Но то, что использовать момент себе вот для блага какого-то, то это точно. Здесь ведь можно, как и новые возможности по работе, по труду, тут может быть какое-то предложение. Кстати, у кого-то может быть предложение о прохождении самих по себе курсов, или пусть даже вы занимаетесь своей профессией, вы уже эксперт, но периодически есть такие профессии, к примеру, медицина, где постоянно мы проходим курсы. Это невозможно не учиться. Поэтому у кого-то это совпадет банально, необходимы периодические курсы. И вы будете получать какой-то документ, и в последующем это для вас открывает новые перспективы. Более того, и по деньгам совершенно другие тоже перспективы. Так вот, я могу предположить, вот все то, что касается документы, дела, работы, бизнес, последующие заработки. Но здесь не упустите какой-то момент. А если в личной жизни, тут, наверное, у каждого по-своему. Потому что что это может быть тройка мечей? Насколько силен этот страх? Имеет ли он или сомнение какую-то реальную почву? Или это нам показалось? Будете решать каждый сам для себя. Но то, что с деньгами, даже если у вас сейчас какой-то сложный период, есть возможность для себя новую концепцию отстроить и в последующем, мои дорогие, как раз очень хорошие деньги получить. Или кто-то вам будет помогать. По крайней мере, в этот период 10 дней деньгами вы останетесь довольны. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.